Всем доброе утро, мои дорогие. Первое утро в нашей гостиницы. Такая здесь красота. 8 утра сейчас. Пойдем на завтрак. Там уже ждут машинки, видите, забирать на джип сафари. Вид с балкона просто шикарный. Балкончики здесь такие красивые, все в вот этих цветах. Кто знает, как называются эти цветочки. Вот так они выглядят, напишите. Мы вчера очень устали, поэтому сразу завалились спать. Я не успела вам снять номер. Вообще не люблю снимать номера, когда уже здесь раскавардак. Но я сейчас с утра отправила своих на завтрак, немножко так прибралась. И пусть с нашими вещами, но все-таки номер вам хочу показать. Вход. И здесь сразу идет наша комнатка. Кондиционер здесь у нас работает. Кстати, комнаты обновили. В прошлом году были комнаты старее. Все было старее, вплоть до того, что телевизоры здесь были очень старые, такие, знаете, толстенькие, с этими, как они, трубками, да, в общем. Сейчас обновили все. Туалет с ванной. Душевая достаточно чистая. Тут тоже, мне кажется, стены обновили. Пол не знаю, но, наверное, тоже, потому что белая вот эта вот затирка еще. В общем-то, все новенькое. Такая вот душевая. Простенько, но все чистенькая, новенькая. Картина у нас такая висит прекрасная. Вот такая у нас комната. Она небольшая. Здесь 3 кровати, хотя комната на двоих. Но я так понимаю, у них, наверное, везде стоит 3 кровати, хотя комната на двоих. Здесь спим мы с мужем, а Мира с моей мамой в другой комнате напротив. Ну, у них абсолютно такая же комната. Здесь такая новая мебель тоже. Вот эти вот шкафы, правда, открытые. Ну, не знаю, они сделали такую концепцию, в принципе, нормально. Холодильник есть. Здесь вот столик, зеркало. Телевизоры новые поставили, видите, здесь пуфик. Вот так вот. И самое интересное, это вид с балкона. Сетки, кстати, на балконе тоже. Двери балконные все обновили. Сетки поставили, очень, кстати, удобно. Не знаю, почему во всех отелях так не делают. Тут наши вещи сушатся. Красота какая. Мы на джип-сафари в этом году не ездим. Кому интересно, как это все проходит, я в прошлом году снимала, когда мы ездили в этот же тур, в такой же тур с мужем вдвоем. Конечно, тогда мы присоединились к джип-сафари, но так как сейчас мы с Мирой, и мама моя тоже не особо хочет. Короче, ну с ребенком это не очень развлечение, честно сказать. Плюс, знаете, как там просто вот эти пистолеты водные, во-первых, вода ледяная, во-вторых, там с такой силой стреляют, что и в глаза, и в уши везде попадает, поэтому, конечно, это не очень приятно, и ребенку тем более, в общем-то, я решила, что мы не поедем в этом году на джип-сафари, ну, как бы нам хватило прошлого раза. Сейчас мы идем на завтрак, и какие у нас планы? Скорее всего, потом поедем сами своим ходом в Голубую лагуну. Ну, тут маршрутка ходит, как бы несложно, либо же в бассейне будем купаться. Конечно, Мира больше хочет в бассейн. Фух, с ребенком, знаете, сложно очень. Ничего не ест, кроме картошки фри. То хотелки у нее свои, то устала, то еще что-то. В прошлом году, конечно, у нас был совершенно другой отдых, но она сама хотела в этот отдых, поэтому пусть тоже 10 лет ей уже все-таки, да, и ну, почти 10 лет, через несколько недель, поэтому пусть и такой тур попробует. Ага. Günaydın aşkım. Günaydın aşkım. Çay başında. Возьми яблочный, попробуй. Так, смотрите, какой у нас здесь завтрак вкусненький. Здесь сыры, варенье. Такие турецкие разные колбаски. Так, из горячего яйца вареные. Здесь картошечка. Ты, кстати, такой не хочешь? Картошку. Сосиски ты взял? Сосисочки, помидорчики, булочки. Какой ты даже. Такой не хочешь? Такая вкуснятина. Так. Здесь тоже варенье у нас. Разный мед, варенье, оливки. Смотрите, вот этим на мангале очень вкусная вкуснятина. Ну, кто любит оливки, я не очень люблю. Зеленушка. Арбузик. И Мира себе хлопья набрала, и тортики такие, кексики. Вот такой взяла. Так, мы позавтракали, сегодня решили не идти на море, не ехать точнее, потому что здесь надо ехать, как я уже сказала.
потому что вчера мы устали после бассейна, плюс сегодня у нас немножко другой план есть. Мы хотим подняться на гору Бабадах, с которой прыгают парашютисты, да. Такой здесь бассейн. Сегодня будем... Нет, это для детей, наверное, бассейн, я так думаю. Короче, сегодня будем мы на бассейне до вечера. Вот, а потом пойдем на эту гору, поднимемся вечером. Сейчас полежим немножко, покупаемся. И все, будем выезжать. Так что обязательно вам покажу. Мы там уже были когда-то давно. С Мирой, в том числе, по-моему, 2 или 3 года назад. Мира не помнит этого, представляете? Как детей возишь везде. Они потом не помнят. Но в этом году, думаю, точно они запомнят. Вот. И там очень красиво. Я тоже оттуда снимала. Ну, еще раз побываем с удовольствием. Смотрите, какой красивый вид у нас здесь. Это вот там где-то наш номер. А здесь бассейн. Но одно плохо, что очень далеко до моря. Но красивая здесь территория, очень ухоженная, все подстрижено. Видите, какие кустики. Все очень красиво. Муж мой бедненький уже 3-й зонтик тащит. Люблю мужа. Я заказала кофе. Мы с мамой пьем кофе. Мире картошка фри. Турецкий кофе захотелось. На завтраке что-то не было кофе, мы не видели. Как Алтыда yok, değil mi кафе? Yok tabii. Annene Вот кому жизнь в кайф. Вот это я понимаю отдых. Ни о чем думать не надо, кроме бассейна. Смотрите, тут у бассейна банановые, не знаю, как это, деревья, кусты, наверное, да, это больше похоже. И здесь прям плоды бананов есть. Смотрите, как классно. Здесь такой цветок, я так понимаю. И потом гроздья бананов. Кстати, такие листья у них интересные, смотрите, как бахрома. Некоторые нормальные, видите, цельные, просто там такие полосочки, а потом они становятся как такой бахромой. И цветочек интересный. Ой, он такой плотный. Такие вот пальмочки огромные. Ой. Расскажу вам, почему мы снова отправились в этот тур. Мы в прошлом году уже в таком же были. Почему этот отдых стал одним из наших любимых? Во-первых, Фетхие – это что-то невероятное. Мое самое любимое место для отпуска в Турции. И знаете, этот регион безумно популярен у англичан. Сюда прилетает, наверное, половина Лондона, мне кажется. А вот русскоязычных туристов здесь совсем мало. И зря, потому что это одно из самых красивых мест на всем побережье Турции. Наш отель называется Дестина, и у него всего 3 звезды. Мы уже тут были в прошлом году, но честно вам скажу, когда я зашла в номер в этот раз, у меня был просто шок. Все номера обновили, было очень чисто, и я вам в начале этого видео уже показала подробный рум-тур, вы можете сами в этом убедиться. Пересмотрите, если еще не видели. В общем, это не совсем то, что ожидаешь от тройки. Чистый, светлый номер. А вид с балкона, ну вы видели все это своими глазами. Такое ощущение, что ты не в отеле, а на вилле где-нибудь в горах Италии. Я реально могла бы просто сидеть на балконе весь день с кофе и смотреть на эти горы. Но некогда, нас ждут много приключений. И да, до моря мы сегодня так и не дошли, потому что у отеля такой классный бассейн, что мы просто залипли. Особенно для ребенка это кайф. Мы реально в какой-то момент забыли, что вообще приехали в прибрежный город. Все, что нужно для релакса, уже в отеле. Самое классное, что людей у бассейна почти нет. А теперь про еду. Здесь полупансион, завтрак и ужин включен, и этого вполне хватает. Да, здесь не 300 разнообразных блюд на шведском столе, но все, что есть, все вкусно и каждый день разнообразно. А обеды здесь, мне кажется, и не нужны, ведь днем практически никогда не находишься на территории отеля. Здесь столько мест, где хочется побывать, что жалко тратить целый день на отель. Если вы все-таки решили вылезти из бассейна, что трудно, конечно, я понимаю. Буквально в 10 минутах отсюда находится один из самых красивых пляжей Турции – Голубая лагуна. По-турецки звучит как Ölüdeniz. Прозрачная вода, горы вокруг, белая галька – просто рай. И сюда стоит приехать хотя бы на день, чтобы просто почувствовать, как замирает время. Я обязательно покажу вам этот пляж в следующих роликах, потому что мы на него, конечно, тоже съездим. Многие туристы приезжают сюда только ради этого.
И сколько же это все стоит? За номер с таким видом, завтраком и ужином вам придется в этом отеле заплатить $100 с человека в сутки. Не за номер, а именно с человека. Но мы поехали по туру, и вся поездка на 5 дней обошлась нам в $320 на человека. И это с переездом на автобусе из Стамбула, отелем, страховкой, в общем, всем. Так намного выгоднее получилось, и еще сюда входили некоторые морские прогулки, которые вы тоже видите позже, и одна из которых была уже в моем предыдущем влоге. В общем, многие не знают просто о таких турах, но все-таки Фетхие не на слуху, но теперь я понимаю, что это одно из самых удачных наших решений поехать в такой тур. Место не туристическое в привычном смысле, здесь спокойнее, красивее и воздух какой-то другой. Кстати, если вы не любите тусовки, а хотите просто насладиться природой, морем, отдохнуть с семьей, Фетхие подойдет идеально. А если вам вдруг захочется адреналина, можно полететь на параглайдинге с горы Бабадах, либо же отправиться на джип-сафари или на морскую прогулку. Но каждый вечер для любителей тусовок можно выйти на центральную барную улицу, там жизнь кипит по ночам и веселье вокруг. Все это я вам тоже обязательно покажу. Если что-то еще интересно об отеле или нашей поездке, задавайте вопросы в комментариях, я с радостью поделюсь всей информацией. И не забудьте подписаться, если интересен семейный отдых в Турции, не по шаблону. Будут еще следующие выпуски, где я вам тоже буду показывать очень много всего интересного и красивого. В мире ничего не надо, кроме бассейна. Сейчас мы еще немножко здесь побудем и уже пойдем в номер купаться и собираться, чтобы успеть до захода солнца на гору.